Представьте, друзья мои, что вы Кэтрин Говард. Ваш дядя могучий герцог, а вы живете в развалюхе. Вы бедная ветка великого рода, зато невероятно богатая на приключения. Готовы заглянуть в этот бардак? Тогда держитесь крепче, дальше будет только интереснее. Друзья мои, прежде чем мы начнем нашу историю, давайте вернемся на некоторое время назад и расскажем вам одну очень важную деталь. Итак, жил-был Томас Говард. Кто это? Знакомьтесь, это дедушка нашей героини. И, честно говоря, это был человек-глыба. Представьте себе самого влиятельного человека в стране. После короля, конечно. Он был вторым герцогом Норфолком. Чтобы вы понимали, титул герцога в Англии – это не просто красивая приставка к имени. Это как быть владельцем огромной корпорации, где в подчинении тысячи людей, а земли столько, что ее не объехать и за неделю. Томас был настоящим железным стариком. Он умудрялся сделать невозможное. Когда-то его семья поставила не на того короля – и потеряла все. Но Томас своей хваткой, военным талантом и невероятной хитростью вернул роду Говардов и богатство, и статус, и доверие короны. Он был тем самым патриархом, при входе которого в комнате замолкали все. Его уважали, его боялись, а главное, его имя открывало любые двери. Он был столпом государства, живой легендой, человеком, который заново выстроил империю Говардов. Представьте себе, он прожил по тем временам невероятно долгую жизнь – 80 лет. У него было 2 жены и, внимание, 16 детей. Представили этот дом? 16 сыновей и дочерей. Это же целая армия. Все они носят фамилию Говард. Все они амбициозны. Все хотят кушать на золоте и спать на шелках. И вот тут, друзья, мы подходим к самому главному нюансу, который перевернул жизнь нашей будущей героини. В те времена существовал закон, который сегодня нам покажется диким. Майорат. Суть его проста и жестока. Представьте, огромный, сочный золотой пирог. Это наследство герцога. По закону этот пирог нельзя делить. Его нельзя разрезать на 16 кусочков. Весь пирог до последней крошки получает только один ребенок, самый старший сын. Вы спросите, а как же остальные 15? Это же бред, родные братья и сестры. Но логика была железной. Если раздробить богатство герцога на 16 частей, то великий род Норфолков исчезнет. Вместо одного могущественного клана получится 16 мелких дворянчиков, у которых не хватит сил спорить с королем. Поэтому все старшему, а остальным... И вот представьте положение остальных детей. Они аристократы до мозга костей. Они не могут пойти работать сапожниками или торговать селедкой на рынке. Это ниже их достоинства. Им оставалось 3 пути. Для дочерей выйти замуж за кого-то богатого и знатного. Именно так и сделала Элизабет Говард, одна из 16. Она вышла замуж за Томаса Болейна и позже родила нам ту самую Анну Болейн. То есть одна ветка пристроилась удачно. Для сыновей можно было идти в армию или в церковь. Для тех, кто не удел, стать приживалами при дворе или при старшем брате. И вот на сцене у нас Эдмунд Говард. Представьте себе этого молодого человека. Он сын величайшего герцога Англии. Он вырос в таких замках, которые нам с вами и не снились. Там стены обиты коврами, там едят на серебре, а слуги кланяются тебе просто за то, что ты прошел мимо. Эдмунд с детства привык к запаху богатства, к блеску рыцарских доспехов и к осознанию того, что он Говард. Но вот в чем ирония, друзья.
Этот мальчик в бархатном камзоле с самого детства знал: здесь нет ничего его. Ни один стул в этом огромном зале, ни одна лошадь в конюшне, ни один кирпич в стене ему не принадлежат. Все это собственность его старшего брата Томаса. А Эдмунд, он просто гость в собственном доме, один из 15 бесприданников, которым папа-герцог выдал фамилию, но забыл выдать кошелек. Вы скажете: ну и что, у него же связи. И будете правы. С такой фамилией Эдмунд мог горы свернуть. Его старший брат фактически правая рука короля. Одно слово брата, и Эдмунд мог бы стать великим адмиралом, важным епископом или хотя бы очень богатым судьей. Путь был открыт. Но был один нюанс. Эдмунд был не таким человеком. Знаете, бывают такие люди, вроде и добрые, и фамилия громкая, а таланта пробиваться нет совсем. В армии он не проявил себя как герой, в политике как хитрый лис. Он был тем типом аристократа, который умеет только одно – тратить деньги и ждать, когда жизнь сама подбросит ему шанс. Он был профессиональным младшим сыном, который привык, что проблемы должен решать кто-то другой. И вот когда Эдмунд окончательно понял, что карьеру он не сделает, а долги уже начинают душить, он решает сделать то, что делали все бедные принцы того времени. Он решает выгодно жениться. На ком же остановил свой выбор наш нищий аристократ? Его избранницей стала Джойс Калпеппер. И тут, друзья, внимание, это был не просто брак по любви. Для Эдмунда это была спецоперация по спасению своего кошелька. Джойс была не просто красивой женщиной, она была богатой вдовой. У нее уже были земли, у нее было наследство от первого мужа, и у нее была очень крепкая фамилия. В те времена в Англии не было понятия «личные деньги жены». Как только Джойс сказала «да» у алтаря, все ее имущество, все ее земли и золото юридически перешли под контроль Эдмунда. Она больше не имела права голоса. И Эдмунд, который никогда не умел копить, начал распоряжаться этим наследством так, будто оно бесконечное. Помните, мы говорили, что Эдмунд был профессиональным должником. К моменту свадьбы он уже был по уши в обязательствах. Чтобы его не посадили в долговую тюрьму, ему пришлось начать распродавать земли жены. Представьте, сегодня он продал один луг, завтра целую деревню, послезавтра заложил поместье. Он не вкладывал эти деньги в бизнес, он просто затыкал дыры, которые сам же и создавал. Представьте себе, что вы Джойс Калпеппер. У вас за плечами первый брак, 5 детей, солидное состояние, аккуратно разложенное по сундукам, счетам и приданному. Вы женщина с капиталом, а значит с иллюзией контроля над собственной судьбой. И вот вы выходите замуж за сына герцога. Не за наследника, нет, мы же не в сказке. За младшего, запасного, декоративного. С этого момента все ваши деньги становятся его. А что значит его? Вы уже прекрасно понимаете. Это значит, их больше нет. Но вы, разумеется, не ограничиваетесь ролью матери 5 Калпепперов. Нет-нет, вы начинаете рожать новых Говардов. Потому что кто, если не вы, продолжит эту благородную, древнюю и, что особенно важно, катастрофически нищую ветвь рода. А дети – существа прожорливые. Их надо кормить, одевать, обучать, воспитывать, выдавать замуж и желательно не в мешке из-под муки. А все это стоит денег. Больших, настоящих, желательно существующих. И вот тут возникает философский вопрос века. А где деньги? Кажется, что только вчера лежали на тумбочке рядом с совестью Эдмунда. Но тумбочка пуста, а совесть давно в бегах. Потому что, как мы помним, Эдмунд с завидной регулярностью затыкал вашими средствами свои бесконечные долги, карточные, придворные, бытовые. В итоге те жалкие остатки состояния, что еще подавали признаки жизни, буквально проедались этой шумной, плодовитой и хронически недофинансированной семьей. Деньги исчезали быстрее, чем надежды на финансовое чудо.
Прошло всего несколько лет, и от богатства Джойс не осталось ровным счетом ничего. Зато остались дети. Семья превратилась в кочевников. Они постоянно переезжали из одного поместья в другое, потому что старые дома приходилось отдавать за долги. Представьте эту картину. Эдмунд Говард, гордо задрав подбородок, заходит в очередной дом, а за ним тянется вереница голодных детей и усталая Джойс, которая понимает, что от ее наследства остались только воспоминания. Они жили в странном мире. У них были влиятельные родственники-миллионеры, но дома иногда нечем было растопить камин. И вот представьте, в какой-то момент в этой семье на свет появляется девочка. Ее называют Кэтрин. Она рождается не в золотой колыбели, а в семье, которая уже фактически банкрот. Ее отец – неудачник, который все профукал, а мать – женщина, которая видит, как ее жизнь превращается в бесконечную борьбу за выживание под грузом великой фамилии. Друзья мои, поставьте лайк, хотя бы из-за сочувствия к бедным Говардам. Друзья мои, а теперь остановитесь на секунду и вдумайтесь в эту цифру. Кэтрин была 10-м ребенком. 10-м! В современной семье это кажется подвигом. А в XVI веке в разоренном доме Эдмунда Говарда это было почти катастрофой. Представьте себе это детство. Внимание отца и матери? Давайте будем честными. Родители просто физически не могли дать ей тепла. Мама Джойс – измученная женщина, которая либо вечно беременна, либо только что родила, либо пытается придумать, как растянуть одну курицу на кучу голодных ртов. А папа Эдмунд, он вечно в бегах, вечно в долгах, его мысли заняты тем, как бы не попасть в тюрьму. Маленькая Кит, так ее звали дома, росла как трава у забора. Знаете, такой полевой цветок, его никто не поливает, никто не подрезает. Он просто растет сам по себе, пока все заняты важными делами. Она была просто еще одним лицом в шумной толпе детей, еще одним ребенком, которому забыли пожелать спокойной ночи. Может быть, дорогие наряды? Как же, дочка лорда, все-таки фамилия Говард обязывает. Уже бежим в магазин. Шучу, конечно. В этом доме не знали слова «новое». Кэтрин донашивала платье за своими старшими сестрами, а те за своими сводными. Представьте себе, маленькая леди с гордым гербом на груди, а рукава ее платья потерты до дыр, подол заштопан трижды, а туфли жмут, потому что они перешли к ней от третьей сестры по наследству. Она была блестящей заморашкой, имя королевское, а вид такой, что сердце разрывается. Образование? Это самая большая беда. Если ее кузину Анну Болейн готовили как спецназ для королевского двора, ее учили французскому, танцам, музыке, политике и манерам лучших дворов Европы, то Кэтрин училась жизни не по книгам, а на кухне и в коридорах. Ее учителями были слуги и такие же брошенные дети. Пока ее знатные родственники обсуждали философию, маленькая Кэтрин слушала сальные шуточки конюхов и сплетни прачек. Она не умела вести тонкие беседы, она не знала, как плести интриги, она просто хотела, чтобы ее заметили. И эта жажда внимания, эта детская недолюбленность и отсутствие образования позже станут для нее роковыми. Но все, о чем мы говорили раньше, и долги, и обноски, и вечная нехватка денег, все это еще можно было пережить. В доме было шумно, было голодно, но там была мама. А значит, была жизнь, пока однажды в 1528 году в двери этого дома не постучалась настоящая беда. Умерла Джойс Калпеппер. Ей было около 40, возраст по тем временам почтенный, но совсем не критический. Но представьте ее организм, 11 родов, вечный страх перед кредиторами, бесконечные переезды и попытки выкроить копейку на еду. Она просто сгорела, как свеча, которую зажгли с двух сторон. Огонь в домашнем очаге погас навсегда.
И вот представьте эту картину. В центре холодного зала гроб. Вокруг него толпа рыдающих детей, от старших, которые уже все понимают, до совсем крох. И среди этих крох наша Кэтрин. Ей всего 5 или 7. Она еще слишком мала, чтобы понимать, что такое смерть, но уже достаточно велика, чтобы почувствовать, что защищать ее больше некому. А что же наш доблестный папенька? Вы думаете, лорд Эдмунд, увидев сирот, взял себя в руки, пошел выбивать должности, чтобы поднять детей? Ага, уже бежит. Как бы не так. Эдмунд Говард остался верен себе. Он был совершенно раздавлен, растерян и почти сразу же женился снова. А теперь вопрос на миллион. Как вы думаете, было ли дело новой жене до 10-го ребенка своего мужа? До маленькой, недолюбленной Кит? Но вот именно что нет. В этом доме Кэтрин окончательно стала невидимкой. Для отца она превратилась в живой укор, в обузу. В его глазах читался немой вопрос: «А зачем ты вообще родилась? Ну, кто тебя просил?» «У меня нет на тебя ни времени, ни, самое главное, денег». И именно тогда, в этой атмосфере полного равнодушия, и было принято решение, которое навсегда определило ее судьбу. Кит решили сплавить из дома. Ну, с глаз долой и с сердца, сами понимаете. Вот. Но не обольщайтесь, друзья. Ее отправили не в Кембридж и не в пансион для благородных девиц. Для маленькой сироты из рода Говардов были приготовлены совсем другие университеты. Ее ждал Ламбетский дворец, место, которое станет для нее не школой жизни, а первой ступенькой к эшафоту. Друзья мои, прежде чем мы продолжим, давайте я вас познакомлю с очень важной героиней нашей драмы. Итак, представьте себе женщину, которая олицетворяет само слово «власть». Агнеса Тилни, вдовствующая герцогиня Норфолк. Кто она? Она была второй женой того самого железного деда, Томаса Говарда, у которого было 16 детей. То есть для Кэтрин она была мачехой ее отца. Агнеса была сказочно богата. После смерти мужа она осталась главой огромного хозяйства. У нее были дворцы в Лондоне и огромные поместья в провинции. Она была королевой своего собственного двора. У нее были свои фрейлины, свои слуги и свои правила. Вы спросите, как же так? Вдова купается в золоте, а родной сын с протянутой рукой ходит? Все просто. В те времена, когда знатные люди женились, они подписывали контракт. Там было четко прописано, если муж умирает раньше, жена как раз-таки и не должна идти с протянутой рукой. Ей выделялась так называемая вдовья доля. Это была не просто сумма денег, а конкретные земли, поместья и замки, доходы с которых шли лично ей до конца ее жизни. Агнеса была вдовой целого герцога. По закону и по статусу она была обязана держать марку. Если бы вдова Норфолка жила бедно, это был бы позор для всего рода Говардов. Важный нюанс. Агнеса не владела этими землями вечно. Она была пожизненной владелицей. Пока она жива, все деньги от аренды, ферм, продажи шерсти и налогов с ее земель текут к ней в карман. Как только она умрет, все это богатство вернется главному наследнику, старшему сыну, третьему герцогу Норфолку. А что же остальные дети, вроде Эдмунда? А они по закону вообще не имели права на эти земли. В их мире все было либо у старшего брата, либо у вдовы мачехи. Младшие сыновья в этой схеме были просто за бортом. Но тут есть еще один тонкий момент. Эдмунд, отец Кэтрин, был сыном от первого брака дедушки Томаса. Агнеса была второй женой. Часто в таких семьях мачехи не горели желанием помогать чужим детям, особенно когда их было слишком много. Она считала, мое дело обеспечить себя и своих детей, а дети от первой жены пусть сами разбираются со своим старшим братом.
В общем, закон был беспощаден. Он защищал титул и защищал вдову, но он совершенно не заботился о лишних детях. Агнеса Тилни не была доброй бабушкой с пирожками. Она была юридически защищенным финансовым магнатом. Она получила свои замки по брачному контракту, а дети ее мужа получили только право гордо носить фамилию, ну и умирать с голоду. И вот еще очень важный штрих, чтобы мы дополнили картину. Агнес, ко всему прочему, была одной из самых важных женщин королевства, потому что являлась крестной матерью дочерей короля и Марии, и Елизаветы. И вот зачем я вам так подробно рассказываю об этой женщине? А потому что маленькую Кэтрин направили именно к ней. Почему? Ведь на добрую бабушку она явно не тянет. Но тут все просто и цинично. В те времена у великих родов было правило: если какая-то ветвь семьи разорилась, как наш Эдмунд, богатые родственники забирали детей на воспитание. Это не от большой любви, это была такая форма благотворительности. Ладно, присылай свою девчонку, пусть живет у меня. Тарелку супа я ей, конечно, найду. Герцогине нужно было, чтобы вокруг нее всегда была толпа молодых, красивых и знатных девушек. Это подчеркивало ее статус. Кэтрин Говард, да. Знатная, да. Красивая, очень. Значит, подходит. Герцогиня должна была обучить Кэтрин манерам, чтобы потом выгодно выдать ее замуж. Ведь даже бедная Говард – это все равно Говард. Ценный актив в политических играх. А теперь самое важное. Представьте себе огромный дом герцогини. Это был не просто дом, это был своего рода пансион для благородных девиц. Там жили десятки молодых девушек. Дочерей обедневших дворян, дальних родственниц, сирот. И вот тут начинается тот самый бред, о котором мы любим говорить. Герцогиня Агнеса была уже старой. Она любила поспать, любила вкусно поесть и обожала, когда ей льстили. До того ли ей было, чем занимаются девочки в своих спальнях? Ну, конечно, нет. Она думала: ну они же знатные, у них есть воспитание, зачем еще за ними следить? На воспитании у герцогини были не только девочки, но и мальчики. И чтобы вы понимали масштаб бедствия, это были не 5 аккуратных сироток, сидящих чинно на скамейке. Это был настоящий аристократический муравейник. Несколько десятков, а по некоторым оценкам под 100 юных родственников. Приживал, пажей, воспитанников, дальних кузенов и кузин, которых судьба, родственные связи и отсутствие денег занесли под одну крышу. И где же, вы думаете, они все жили? Если вы сейчас представляете себе уютную комнату на двоих, розовые обои, вышитые подушки и плакаты с самыми модными министрелями и героическими рыцарями, срочно стирайте эту картинку. Мы в XVI веке. Тут уют заканчивается там, где начинается здравый смысл. Представьте себе огромный гулкий зал в каменном замке. Потолки, как в соборе, сквозняки, как на перевале, эхо, как в исповедальне. Вдоль стен стоят десятки кроватей, практически плечом к плечу. В этом помещении живут благородные девы. Да-да, буквально друг у друга на голове. Уединение здесь роскошь уровня королевского бюджета. А где жили мальчики? В другом крыле. Там кипела своя жизнь. Сотни молодых парней, пажи, оруженосцы, ученики, слуги, будущие воины и столь же будущие авантюристы. Юношеский улей, полный энергии, амбиций и совершенно лишенный тормозов. По правилам игры, после захода солнца, эти два мира не должны были пересекаться. Ночь для благочестия, сна и молитвы, по официальной версии. Мы же помним, герцогиня дама строгая, во всяком случае на бумаге. Каждый вечер она торжественно запирала дверь в палату дев на ключ и величественно удалялась к себе, уверенная, что добродетель надежно закрыта на замок. А что же делали ее подопечные? Конечно же, молились, расчесывали волосы, складывали платья и смиренно засыпали. Да, примерно так. Только в альтернативной реальности. Как только шаги герцогини растворялись в коридоре,
начинался главный спектакль сезона. Совершенно случайно выяснялось, что дубликат ключа давно существует. История умалчивает, кто именно проявил такую инженерную смекалку, но прогресс, как известно, не остановить. Дверь открывалась. В палату дев входили те самые молодые мужчины с другого крыла. А что же девицы? В ужасе забивались под одеяло, рыдали, звали герцогиню. Примерно так. Только опять же, наоборот. Они их только и ждали. Никаких обмороков, криков или бегства. Напротив, все прекрасно знали расписание спектакля. Начинались шепот, смех, игры, флирт, тайные разговоры, карточные партии и те самые вольности, от которых у строгих тетушек начинается мигрень. Проще говоря, палата благородных дев по ночам превращалась в ночной клуб XVI века. Без неона, но с куда более живым темпераментом. И все это происходило буквально под спящим носом крестной королевских дочерей, женщины, искренне уверенной, что дисциплина в ее доме безупречна. И вот именно в этот огромный зал, полный опытных воспитанниц, самоуверенных юных кавалеров, шепотов, секретов и слишком взрослой атмосферы, попадает наша еще совсем маленькая Кэтрин. Представьте себе этого котенка, который попал в вольер к взрослым кошкам. Кэтрин сидела на краю своей кровати, поджав ноги и просто впитывала все это. Запах вина, громкий смех, то, как старшие девушки кокетничают с кавалерами. Для нее, 10-го ребенка, это было как яркое кино. Но проблема в том, что в таких местах просто смотреть долго не получается, особенно когда ты расцветаешь буквально на глазах. Друзья мои, а теперь представьте эту действительно страшную картину. Посмотрите на нее глазами психолога. Маленькая девочка, которой всего лет 7. Она никто. В родном доме она была 10-й в очереди за любовью, а здесь, в огромном Ламбете, она и вовсе превратилась в прозрачную тень. До нее по-прежнему нет никому дела. Она все еще донашивает чужие платья. Она все еще спит на краю общей комнаты и старается не занимать много места. Но у детей есть одна особенность. Когда их не замечают, они начинают очень внимательно наблюдать. Представьте, Кэтрин годами живет в этой палате дев. Для взрослых девушек она просто часть интерьера. При ней не стесняются в выражениях, при ней открывают двери ночным гостям, при ней шепотом обсуждают такие вещи, о которых ребенок в 7 лет знать вообще не должен. А какие же выводы делает этот маленький, брошенный всеми человечек? Любовь – это сделка. Кэтрин видит, если старшая подружка улыбнулась секретарю, она получила засахаренный миндаль. Если она позволила себя обнять, у нее появилось новое зеркальце. Ребенок понимает, внимание мужчины – это не про чувства, это про выживание и комфорт. Это единственный способ получить то, чего у тебя нет. А еще она понимает, что взрослые всегда лгут. Днем она видит строгую герцогиню, которая говорит о молитвах и чести, а ночью она видит тех же честных леди, которые прячут любовников под кроватями. В голове ребенка стирается грань между правильно и неправильно. Она понимает, мир – это театр, где важно быть не святой, а просто не попадаться. Внимание – это высшая ценность. Годами Кэтрин смотрит, как старших девушек осыпают комплиментами, как за них борются, как их выделяют из толпы. В ее маленьком, израненном одиночеством сердечке рождается тихая, но разрушительная мечта. Я тоже так хочу. Я хочу, чтобы и на меня смотрели. Я хочу перестать быть невидимкой. Но давайте разберем этот рынок невест XVI века. Это поможет нам понять, почему именно она стала самой легкой добычей. Представьте себе ночной Ламбет. Вино льется, свечи горят, в спальню прокрались молодые люди. Кажется, что все равны и все совершают одно и то же преступление. Но это иллюзия.
У большинства девушек из влиятельных семей в голове стоял мощный, встроенный ограничитель. Невинность – это капитал. Эти девочки с пеленок знали, их чистота – это не вопрос морали, это их главный козырь на брачном рынке. Это валюта, на которую их отцы купят им земли, титулы и безбедную жизнь. Игра на грани. Да, они позволяли себе флирт. Да, они могли часами шептаться в темноте, обмениваться записками и даже позволять поцелуи при свечах. Но они, как опытные канатоходцы, четко знали, где проходит та самая граница. Смотреть, но не трогать. Они умели дразнить, но никогда не переступали черту. Почему? Потому что они понимали, один неверный шаг, и их стоимость падет до нуля. За их спинами стояли грозные отцы, братья и целые кланы, которые за порчу семейного достояния могли просто стереть обидчика с лица земли. А теперь посмотрите на нашу Кэтрин. У нее не было этой социальной брони. Кэтрин не чувствовала себя дорогим товаром. Она была 10-м ребенком в разоренной семье. Ей никто никогда не внушал, что она сокровище, которое нужно беречь для великого брака. Если богатые девочки играли в любовь от скуки или ради престижа, то Кэтрин искала в этих ночных встречах то, чего ей катастрофически не хватало. Тепла и признания. У богатых девочек были строгие няньки и четкие инструкции от матерей. У Кэтрин не было никого. Друзья мои, а давайте теперь познакомимся с человеком, который сделал первый шаг к тому, чтобы превратить жизнь этой девочки в катастрофу. Его звали Генри Менокс. Кто он такой? Давайте объясним просто. Он не был лордом, не был рыцарем и не принадлежал к высшей знати. Он был тем, кого мы сегодня назвали бы наемным специалистом. Музыкант, учитель, который приходил в дом герцогини давать уроки. У него не было земель, но у него был доступ в богатые дома, приятный голос и умение играть на музыкальных инструментах. И вот здесь самый важный момент. Менокс был не просто музыкантом, он был очень расчетливым хищником. Он идеально понимал иерархию в доме. Есть небожители, сама герцогиня и ее знатные гости. К ним Менокс даже глаз поднять не смел. Есть старшие фрейлины и девушки из богатых семей. У них есть отцы, братья и приданное. Если бы Менокс посмел тронуть одну из них, его бы в тот же день выпороли на конюшне и вышвырнули бы за ворота без выходного пособия. Он это знал. И вот его взгляд падает на Кэтрин. Ей около 12 лет. Она Говард по фамилии, но по факту маленькая сирота при живом отце. И вот представьте, идут уроки музыки, скучные гаммы, перебор струн. И вдруг учитель начинает выделять Кэтрин среди всех остальных. Он смотрит на нее дольше, чем на других. Он говорит ей: «Кит, у тебя удивительные руки, ты чувствуешь музыку лучше всех». Он начинает хвалить ее внешность, чего она не слышала никогда в жизни. Для 12-летней девочки, которая годами была мебелью в этом доме, это был как глоток чистой воды в пустыне. Взрослый, талантливый, красивый, как ей тогда казалось, мужчина вдруг говорит, что она особенная. Менокс не начинал с грубости, он начинал с того, что приручил ее внимание. Он стал тем единственным человеком в огромном холодном замке, который ее заметил. И Кэтрин, не зная, что за этим вниманием стоит холодный расчет мелкого подлеца, распахнула ему навстречу свою душу. Она еще не понимала, что этот учитель музыки уже начал свою охоту, и что его главная цель – не научить ее играть на лютне, а посмотреть, как далеко он сможет зайти с девочкой, которую никто не защитит. Друзья мои, по понятным причинам я не стану описывать здесь то, как взрослый мужчина, учитель, развращал малолетнюю девочку. Это слишком темная и тяжелая тема, чтобы смаковать детали. Но я хочу рассказать вам о другом, о том, что окончательно выдает в этом человеке ничтожного подлеца. Самое мерзкое то, что этот человек, Генри Менокс, даже не считал нужным хранить тайну ребенка. Представьте себе, маленькая Кит верит, что у нее есть прекрасная взрослая тайна.
Она краснеет, когда он заходит в комнату. Она думает, что это и есть та самая любовь, о которой поют в балладах. А в это время ее герой идет на кухню к слугам или в ближайший кабак к конюхам и начинает хвастаться. Он не просто говорил, что она ему нравится, он вел себя как настоящий охотник, который выставил на всеобщее обозрение свой трофей. Менокс в деталях описывал случайным слушателям тело Кэтрин. Он хвалился тем, какие именно ласки она ему позволяет и как далеко он зашел в своих исследованиях. Для него, мелкого учителя, это был способ возвыситься. Он смаковал тот факт, что он, простой музыкант, покорил девушку из великого рода Говардов. Он буквально втаптывал ее фамилию в грязь за кружкой эля, чтобы казаться себе более значимым. В общем, пока ребенок смотрел на него с надеждой, он выставлял ее на посмешище перед всей прислугой Ламбета. Когда Кэтрин шла по коридорам дворца, слуги переглядывались и ухмылялись ей в спину. Они знали о ней все. Они знали то, что должен знать был только ее будущий муж. Ее репутация была уничтожена еще до того, когда она впервые вышла в свет. Но однажды одна из служанок не выдержала. Она пошла прямиком к герцогине Агнессе, и не просто со сплетней, а с конкретным донесением. Ваша светлость, пока вы занимаетесь государственными делами, в вашем собственном доме учитель музыки позорит имя Говардов с вашей внучкой. Для Агнессы это был удар под дых, но не из-за жалости к Кэтрин. Она испугалась за свою репутацию. Если король узнает, что в ее образцовом доме происходит такое... И вот представьте эту сцену. Герцогиня, эта монументальная женщина в тяжелых бархатных одеждах, буквально влетают в комнату, где Кэтрин и Менокс были вместе. Никаких судов, никаких разбирательств. Агнесса была женщина старой закалки. Она набросилась на них обоих. Меноксу досталась за дерзость. Как он, мелкая сошка, посмел тронуть девушку не его круга? Герцогиня била его по лицу, крича о его ничтожности. Кэтрин досталась за позор. Бабка отвешивала внучке тяжелые затрещины, называя ее глупой девчонкой и бесстыдницей. Друзья мои, вот здесь ключевой момент. Как бы поступил нормальный опекун? Он бы вышвырнул Менокса за ворота в ту же секунду, запретив ему приближаться к дому на пушечный выстрел, а девочку бы запер под замок или отправил в монастырь на покаяние. Она просто побила их и велела больше так не делать. Она была слишком ленива или слишком самоуверена. Она подумала, что пары оплеух достаточно, чтобы смыть позор и напугать. В общем, Менокс остался в доме. Кэтрин осталась в той же палате дев. Для Кэтрин это был страшный урок. Она поняла, взрослым наплевать на твои чувства. Им важна только картинка приличия. И если тебя поймали, тебя побьют. Но если ты будешь хитрее, можно продолжать. Она испорченная. Бабушка назвала ее бесстыдницей, и Кэтрин в это поверила. Она не раскаялась, она просто научилась лучше прятаться. А теперь, друзья мои, представьте эту сюрреалистичную картину. Взрослый мужчина, учитель, которого только что публично унизили и избили, продолжает, как ни в чем не бывало, ходить по тем же залам. Он все так же носит свою лютню, он все так же получает зарплату. И самое невероятное, он продолжает обучать все тех же девочек. Они остались в одной школе, только теперь это была школа лицемерия. Но в этой истории есть один важный и, если можно так сказать, светлый момент для самой Кэтрин. До этого дня Менокс был для нее прекрасным рыцарем, взрослым покровителем, который дарил ей внимание и заставлял чувствовать себя особенной. И вдруг магия исчезла. Она увидела, как ее героя бьют по лицу, как какого-то идиота. Она увидела, как он съеживается под ударами старой женщины, как он лепечет оправдания и не может защитить ни себя, ни ее. И вот в этот момент на сцену выходит новый герой. Итак, друзья мои, обо всем по порядку.
Примерно в 1506 году в семье богатого и уважаемого землевладельца Джона Дерема родился мальчик. Его назвали Фрэнсис. Чтобы вы понимали, друзья, это не была семья бедных музыкантов. Деремы были солидными людьми из графства Норфолк. У них были земли, у них были деньги, у них был вес в обществе. Фрэнсис рос в достатке, окруженный заботой, и с самого детства знал, он джентльмен. Он не должен гнуть спину в поле или заискивать перед господами за еду. Его готовили к жизни в высшем свете. Но как же такой золотой мальчик оказался в доме герцогини Агнесы? Вот тут в дело вступает суровая и логичная система того времени. В XVI веке богатые дворяне не оставляли своих сыновей дома. Чтобы мальчик вышел в люди, научился манерам, завел нужные связи и научился управлять делами, его нужно было пристроить в дом к кому-то очень влиятельному. Это было что-то вроде элитной стажировки, совмещенной с карьерным лифтом. И тут Деремам сказочно повезло. У них были дальние родственные связи с могущественным кланом Говардов. Агнеса Тилни, та самая вдовствующая герцогиня Норфолк, приходилась Фрэнсису дальней родственницей. И вот представьте эту картину. Молодой, статный, уверенный в себе Фрэнсис Дерем прощается с родительским домом, он едет в Лондон, в знаменитый Ламбетский дворец. Он едет туда не как слуга, который будет чистить конюшни, а как джентльмен-секретарь. Он входил в ворота этого дома с высоко поднятой головой. У него в кармане были деньги, у него за спиной было имя, у него было право обедать за одним столом с джентльменами и лично общаться с герцогиней. Он не был учителишкой, которого можно было просто отхлестать по мордасам и оставить в углу. Фрэнсис был частью того круга, которому принадлежала и Кэтрин. И вот этот уверенный в себе красавец, знающий себе цену и привыкший брать от жизни все самое лучшее, переступает порог дома Агнесы. Он пока еще не знает, что этот день стал для него началом конца. Но, друзья мои, представьте, в те времена существовала должность, название которой сегодня вызвало бы у вас добрую улыбку. Вы бы наверняка представили себе уютного дедушку в шерстяном пледе, который кормит голубей в парке. А все потому, что эта должность называлась джентльмен-пенсионер. Но не спешите доставать валидол. До настоящей пенсии этим ребятам было ой как далеко. Что же это за пенсионеры такие? На самом деле это были самые заряженные парни того времени. Название происходило от французского слова «пенсион» – плата. Это были дворяне, которые получали от своего господина фиксированную зарплату – пенсион, за то, что они были крутыми. Это была личная гвардия. Представьте, элитный спецназ, только в шелках, бархате и с золотыми цепями. Это были самые рослые, красивые и физически крепкие молодые люди. Это была свита для престижа. Когда герцогиня выезжала в свет, ее должны были окружать не дряхлые старики, а блестящие молодые дворяне, на которых заглядывались все окрестные дамы. Это был способ всегда находиться у тела великого мира сего. Так что джентльмен-пенсионер – это не про возраст, а про статус. Это парень, который чертовски хорошо выглядит, отлично владеет мечом и всегда находится там, где принимаются важные решения. И вот именно такую должность получает наш Фрэнсис Дерем. И тут важно сделать маленькую, но очень честную оговорку для ценителей истории. Официально джентльмены-пенсионеры были только у самого короля. Это была его элитная личная гвардия. Но великие герцоги того времени, такие как Говарды, жили как маленькие короли. У них была своя свита, которая полностью копировала королевскую. Так что Дерем был по сути тем же самым пенсионером, только масштабом чуть поменьше. Это значит, что он входил в дом герцогини не как скромный клерк, а как звезда. Он элита.
Он носит дорогое оружие, он пахнет хорошим парфюмом, его одежда сшита по последнему писку лондонской моды. Он власть. Он не прячется по углам, как учитель музыки. Он стоит в почетном карауле. Он сопровождает герцогиню на пиры. Он свой. Ему открыты те двери, которые обычный слуга даже постучать бы не посмел. Когда Кэтрин впервые увидела его в коридорах Ламбета, она увидела не пенсионера, а настоящего хищника в золоченом камзоле. Он был воплощением всего того, чего ей так не хватало – силы, уверенности и блеска. Представьте, Ламбетский дворец. Это не только парадные залы с гобеленами, это бесконечные лабиринты служебных помещений, кухни, пахнущие жареным мясом и прокисшим элем, и тесные комнаты для джентльменов-пенсионеров. Стены здесь имели не просто уши, они буквально дышали сплетнями. Стоило новому человеку, такому как Фрэнсис Дерем, появиться в доме, как информационное поле само начинало засасывать его в свои недра. Это случилось в один из вечеров, когда мужчины его круга, такие же молодые дворяне, секретари и гвардейцы, собрались за общим столом после службы. Свечи догорали, в кубках плескалось вино, и языки развязывались сами собой. Кто-то из сослуживцев, ухмыльнувшись, кивнув в сторону женской половины дома, протянул: «Видал нашу Розу из рода Говардов? Хороша, правда? Но не обольщайся, Фрэнсис, эта роза уже давно помята». И тут полилось с шутками, сальными подробностями и смешками, которые так любят в мужских компаниях. Ему рассказали о Генри Меноксе, жалком учителишке, который научил леди Кэтрин большему, чем просто играть на лютне. Ему пересказали хвастовство самого учителя, который не умел держать язык за зубами и трепался на кухне о том, как близко он знаком с телом юной госпожи. Ему поведали о грандиозном скандале, когда герцогиня Агнеса, застав парочку, отвешивала внучке такие затрещины, что звон стоял на весь Ламбет. Друзья мои, казалось бы, обычная сплетня, мало ли что болтают на кухнях. Но Фрэнсис был парнем не глупым. В его голове мгновенно сложился пазл. Говард и какой-то нищий учителишка? Ничего себе приехали! Значит, здесь все не так строго, как кажется на первый взгляд. Сначала это было простое мужское любопытство. Представьте себе длинная галерея Ламбетского дворца. Дерем стоит в тени, якобы изучая какой-то документ. Он же секретарь, в общем, при делах. А на самом деле он ждет. И вот, в конце галереи появляется она. Это был взгляд человека, который пришел в театр на скандальную премьеру, о которой говорят все. Так вот, ты какая, буквально читалась в его глазах. А она, друзья мои, по свидетельству современников, была просто ослепительна. И тут вы меня спросите: погоди, мы же видели портреты, там какая-то бледная девушка с непонятным лицом, что в ней такого? Давайте внесем ясность. Портреты 16 века – это не фотографии в соцсетях. Портрет, друзья мои, это был статусный символ, а не попытка передать душу. Художник рисовал маску, дорогую одежду и драгоценности. Он не мог передать ее смех, ту самую чертовщинку в глазах, ее грацию и то, как она краснела. В общем, друзья мои, фиксируем. Дерем видит перед собой невероятно красивую девушку и с очень громкой фамилией. И, как выяснилось из сплетен, очень сговорчивую. Но вот что важно, Кэтрин вовсе не выглядит как падшая женщина или как опытная соблазнительница. Нет, в ней читался недолюбленный брошенный ребенок. Ребенок, который отчаянно ищет, кому бы прислониться. И именно это сочетание красоты и абсолютной беззащитности зацепило Дерема по-настоящему. И тут мы возвращаемся к тому, что Дерем далеко не дурак. Он понимает, перед ним бесхозная Говард. Вы понимаете, что это значит для амбициозного парня? Друзья мои, Говард в Англии – это как новенький Роллс-Ройс, который кто-то по глупости оставил в грязном кювете с ключами в зажигании. Она лежит в пыли, всеми забытая, никто ее не охраняет, а цена ей – целое состояние. Это как найти бриллиант в сточной канаве. Все проходят мимо, а ты видишь, что если его поднять, оттереть от грязи, он будет сиять в твоей короне.
Дерем понял, если он сейчас поднимет этот бриллиант, если он станет для этой девочки защитником, мужем и господином, то он автоматически взлетит на такие вершины, о которых секретарь-пенсионер даже мечтать не смел. Именно в этот момент любопытство превратилось в азарт. Он решил: я не буду просто смотреть, я ее заберу. Помните, мы говорили, что Дерем был парнем с деньгами. Так вот, он понимал, 15-летней девочке, которую бабушка держит в черном теле и вечно попрекает куском хлеба, не нужны серенады. Ей нужно почувствовать себя женщиной и леди. И вот как он начинает действовать. Дерем, как секретарь, имел доступ к рынку, к купцам и сам обладал неплохими средствами. Он начал заваливать Кэтрин подарками, о которых она раньше могла только мечтать. Представьте, он приносит ей не просто яблоко из сада, а дорогие шелковые ленты, расшитые воротнички и даже отрезы ткани на платье. Для Кэтрин, которая донашивала старое платье и вечно чувствовала себя бедной родственницей, это было сродни магии. Каждый его подарок шептал ей: «Ты достойна самого лучшего, ты Говард, и я это ценю». Дерем понимал, что путь к сердцу Кэтрин лежит через молчание ее подружек. Он не прятался от других девчонок в спальне. Наоборот, он начал устраивать в их палате настоящие ночные пиры. Как джентльмен-пенсионер, он легко мог достать вино, жареную дичь и сладости из запасов герцогини. Представьте эту картину. Ночь, строгий дворец спит, а в девичьей спальне горит свеча, и все девчонки жуют вкусную еду, пьют вино, а в центре всего этого красавец Дерем, который все это оплатил. Итог: все подружки Кэтрин стали его лучшими союзниками. Они не только не доносили на него, они сами ждали его прихода, потому что он приносил праздник. В отличие от учителя Менокса, который при виде герцогини лез под лавку, Дерем вел себя уверенно. Он разговаривал с Кэтрин как равный с равной. Он внушал ей мысль: «Я здесь, я сильный, я свой, и со мной тебе нечего бояться». Для девочки, которую только что отхлестали по щекам, это было самым сильным наркотиком. Она увидела в нем не просто любовника, а стену, за которой можно спрятаться от злой бабки. Представьте себе ее состояние. Еще вчера ее пределом мечтаний был мелкий манипулятор Менокс, который разве что мог украсть яблоко с кухни, а сегодня перед ней расстилают шелка. Кэтрин не просто потеряла голову. Хотя в контексте ее биографии эта фраза звучит пугающе пророчески. Она упоенно бросилась в этот омут роскоши. После нищего и пугливого учителишки Дерем казался Кэтрин пришельцем с другой планеты. Он не просил ее прятаться, он сам создавал правила. Для нее это было не просто симпатия, это был социальный шок. Раньше поцелуи в темных углах и страх перед каждой тенью. Теперь дорогие ткани, которые приятно холодят кожу, заморское вино и ощущение, что ты – центр вселенной. Кэтрин буквально захлебнулась этим вниманием. А что же наш музыкант? Вы думаете, Генри Менокс, получив по лицу от герцогини, осознал свои ошибки и ушел в монастырь каяться? Ага, как бы не так. Он начал ревновать. Друзья мои, это была ревность самого жалкого пошиба. Представьте эту картину. Дерем, поправив золотую цепь на груди, проходит мимо Кэтрин и дарит ей очередную безделушку. А в углу за колонной стоит Менокс. Он прижимает к себе свою несчастную лютню, сопит от обиды и сверлит парочку злым взглядом. Честно говоря, так и хочется подойти к нему, постучать по инструменту и спросить: «Генри, дружище, ну ты-то куда лезешь? Твой уровень – это 3 аккорда и сплетни в прачечной. Иди и играй на лютне в углу и не мешай взрослым дядям делить наследство Норфолков». Менокс набрался такой наглости, что даже пытался предупреждать Кэтрин, мол, Дерем бабник, он тебя бросит, он не такой искренний, как я. Ну, это тот самый искренний, который хвастался ее телом перед поварами. Но Кэтрин уже было не остановить. С одной стороны жалкий нитик с лютней, который подставил ее под удары бабушки. С другой стороны блестящий пенсионер, который кормит ее сладостями. Кэтрин почувствовала вкус власти. Она поняла, что мужчины могут за нее бороться. Но она не понимала, что эта борьба не рыцарский турнир, а грязная свалка, где проигравший обязательно захочет отомстить.
Итак, друзья мои, пока это чучело Менокс пытается шептать в уши Кэтрин: «Дэрэм тебя погубит, он бабник», знаете, что делал Дэрэм? И нет, он не стал вызывать его на дуэль, это было бы слишком много чести для учителишки. Свидетели вспоминали, что Дэрэм вел себя как хозяин в доме. Он мог прийти в спальню, когда ему вздумается, и если там был Менокс, он просто его игнорировал. Кэтрин же, видя силу и уверенность Фрэнсиса, начала откровенно смеяться над бывшим учителем. И вот он, конец музыкальной карьеры. В какой-то момент Менокс понял, он лишний на этом празднике жизни. Кэтрин больше не слушала его музыку, она слушала звон золотых монет в кошельке Дэрэма и его обещание всегда быть рядом. Менокс был официально отправлен в утиль. Он остался в доме, но теперь он был просто фоновым шумом, как скрипучая половица. Но вот тут, друзья мои, и кроется главная ошибка Дэрэма. Он так упивался своей победой и так явно унижал Менокса, что не заметил, как в углу, за своей пыльной лютней, тут начал копить яд. Дэрэм думал, что раздавил насекомое, а на самом деле он вырастил врага, который просто ждал момента, чтобы впиться в горло. Но обо всем по порядку. Конечно, Кэтрин не просто влюбилась, она буквально провалилась в это чувство. Для нее это была первая в жизни настоящая опора. А что же Дэрэм? Любил ли Фрэнсис Дэрэм Кэтрин? По-своему, безусловно. Но это была любовь, густо замешанная на тщеславии. Представьте, молодой, амбициозный парень, который еще вчера был просто одним из многих, вдруг получает эксклюзивный доступ к телу и сердцу девушки из рода Говардов. Для него это был не просто роман, это был триумф. Он гордился ей, как гордятся редким трофеем или выигрышным лотерейным билетом. И вот, на этой волне страсти и гордости их отношения выходят на принципиально новый уровень. Они перестают быть просто любовниками, которые прячутся по углам. Они начинают называть друг друга муж и жена. Нет, они не стояли перед алтарем и не обменивались кольцами в церкви. Но они заключили то, что в те времена называлось преконтракт. Мы уже подробно разбирали этот юридический лабиринт в прошлых выпусках, поэтому напомню лишь самую суть. В XVI веке для того, чтобы считаться женатыми, не всегда нужен был священник. Если мужчина и женщина в присутствии свидетелей, а мы помним про подкупленных подружек в спальне, говорили друг другу: «Я беру тебя в жены» или в мужья, это считалось законным обещанием. А если после этих слов следовала физическая близость, а у наших героев она была регулярной, то по законам Англии такой союз и вовсе считался неразрывным. Друзья мои, давайте представим себе эту картину, потому что она рушит все стереотипы о чопорном XVI веке. Как же жили эти муж и жена? Нет, они не съехали из дворца в уютный домик с садом. Все выглядело гораздо более дерзко и, честно говоря, по-студенчески. Фрэнсис практически поселился в палате дев. Представьте, у Дэрэма, как у джентльмена-распорядителя, было свое официальное место в комнате для мужчин. Но каждую ночь, когда дворец погружался в сон, он приходил в женское крыло. На глазах у всех он заходил в общую спальню, где стояло множество кроватей, и просто ложился в постель Кэтрин. И да, никаких секретов. Это происходило на глазах у всех остальных фрейлин и служанок. Представьте себе этот уровень приватности. Десяток пар глаз наблюдает за тем, как супруги устраиваются на ночлег. Почему же никто не бежал жаловаться бабушке-герцогине? А все потому, что Фрэнсис Дэрэм знал правила игры. Он, как мы помним, никогда не приходил с пустыми руками. Каждый его визит превращался в ночной пир. Он нес с собой вино, жареных цыплят, сладости и эль. Он устраивал праздник для всей комнаты.
Когда у тебя в спальне каждую ночь накрывают поляну с деликатесами, которых ты не видишь на официальных обедах у строгой герцогини, жаловаться как-то совсем не хочется. Весь коллектив был подкуплен этими ночными фуршетами и охотно хранил тайну молодоженов. Жизнь у них была действительно семейная во всех смыслах этого слова. Это не было просто забежал на часок. Кэтрин, несмотря на свою громкую фамилию Говард, вела себя как самая настоящая и преданная жена. Как послушная супруга, она стирала его воротнички и нательные рубашки. Она чинила камзолы и пришивала пуговицы, когда они отрывались. Она следила за тем, чтобы ее муж выглядел безупречно, выполняя всю ту рутинную работу, которую обычно делали жены дворян того времени. Это и был тот самый преконтракт в действии. В глазах всей палаты дев, в глазах друг друга они уже были связаны неразрывными узами. Они делили хлеб, постель и бытовые хлопоты. Для Кэтрин это было высшим проявлением любви заботиться о своем мужчине, пока он спит рядом с ней, защищенный стенами ее спальни и молчанием ее подруг. Но мы же понимаем, что такая идиллия не могла длиться вечно. Праздники в палате дев с жареными цыплятами и вином – это прекрасно, но Фрэнсис Дерем, будучи парнем хватким и не глупым, понимал одну простую вещь – так вечно продолжаться не может. Рано или поздно бабушка-герцогиня могла проснуться не вовремя, или кто-то из подкупленных подружек мог проболтаться. Но главное было в другом. Дерем смотрел на Кэтрин и видел в ней не просто девочку, которая стирает его воротнички, а леди Кэтрин Говард. Он понимал, чтобы обладать ей официально, чтобы вывести ее из этого общежития и сделать полноправной хозяйкой своего дома, ему нужны две вещи, которых у него, простого секретаря, не было. Очень высокий статус и серьезный капитал. И вот наш герой решает отправиться на заработки. В Англии того времени карьеру можно было делать десятилетиями. Но была Ирландия, неспокойный, опасный край, где авантюрный дворянин мог быстро дослужиться до чинов или разбогатеть на военных трофеях. Дерем хотел вернуться не просто тем самым парнем из спальни, а человеком, которого семья Говардов будет вынуждена признать. Он хотел прийти к герцогу Норфолку и сказать: «У меня есть деньги, у меня есть имя, и ваша племянница мне уже обещана». Да, друзья мои, несмотря на то, что Кэтрин донашивала старое платье и была бедной родственницей, она оставалась Кэтрин Говард, внучкой второго герцога Норфолка и племянницей самого могущественного человека в Англии, третьего герцога Норфолка. В XVI веке фамилия была важнее кошелька. Если бы Кэтрин тайно вышла замуж за человека без статуса, это сочли бы оскорблением всего рода. Дядя Норфолк за такое мог стереть в порошок и ее избранника. Вот для этого Дерему и нужен был преконтракт. Для него это была гарантия, что пока он зарабатывает капитал в Ирландии, его золотую акцию не выдадут замуж за какого-нибудь старого графа ради интересов семьи. Друзья мои, представьте эту сцену. Вечер. Тени в палате дев становятся длиннее. И вдруг Фрэнсис произносит эти слова: «Я уезжаю в Ирландию». Для Кэтрин, которая только-только обрела почву под ногами, чей мир теперь вращался исключительно вокруг этого статного пенсионера, это было подобно удару грома. Ее мир рухнул. Но Дерем не был бы собой, если бы не умел убеждать. Он взял ее руки в свои и начал рисовать картину, от которой у Кэтрин перехватило дыхание. Это ради нас, для нашего будущего, для наших детей. Ей-богу, Кэтрин, но не можем же мы жить до настоящей пенсии на твоей кровати. Она испуганно посмотрела на него, а он лишь усмехнулся своей фирменной пенсионерской ухмылкой. Он объяснил ей то, что мы с вами уже поняли. Быть заряженным парнем на содержании у бабушки – это, конечно, весело. Но это не путь для мужчины, который хочет по-настоящему обладать женщиной из рода Говардов. И вот здесь, друзья мои, мы подходим к детали, которая превращает этот юношеский роман в настоящую юридическую драму.
Представьте эту сцену. Последние часы перед разлукой. Свеча догорает. И Фрэнсис делает то, что в те времена было весомее любых клятв у алтаря. Фрэнсис понимал, слова «ты моя жена» – это, конечно, красиво. Но в суровом мире Тюдоров слова должны быть подкреплены золотом. Он достает увесистый кожаный кошелек и вкладывает его в руки Кэтрин. В этом кошельке лежала огромная сумма – 100 фунтов. Чтобы вы понимали масштаб, в XVI веке это были колоссальные деньги. Обычный человек мог не заработать такую сумму и за 10 лет тяжелого труда. Для Кэтрин, которая привыкла к статусу бедной родственницы, это было целое состояние. Это были не просто деньги на булавки. Дерем отдавал ей все свои сбережения, все, что он накопил, служа секретарем и распорядителем. Это не был просто подарок. В ту эпоху передача своего капитала женщине на хранение была юридическим актом. Доверяя ей свои деньги, Дерем фактически провозглашал ее хозяйкой своего дома и своей законной женой. В глазах закона того времени этот жест окончательно запечатывал их преконтракт. По сути, он оставил ей не просто кошелек, а залог своего возвращения. Он как бы говорил: «Теперь моя жизнь и мое будущее в твоих руках». Кэтрин, ошеломленная этим доверием, спрятала золото на самое дно своего сундука. Она положила его под те самые накрахмаленные воротнички и рубашки, которые сама же ему и стирала. Для влюбленной девочки этот тяжелый сверток стал осязаемым доказательством того, что она больше не одна. Она жена серьезного человека. У нее есть свой капитал. И ее рыцарь обязательно вернется, чтобы забрать ее в их общую жизнь. Она и представить не могла, что этот кошелек, спрятанный среди белья, станет одной из главных улик, которые позже приведут ее на эшафот. Пока же она чувствовала лишь холод металла сквозь ткань и тепло его ладоней. Декабрь 1539 года. Англию сковывает холод, а историю – предчувствие большой беды. В эти самые дни на разных концах Европы два человека отправляются в путь. Первый путь – это путь амбиций. Фрэнсис Дерем, наш элитный пенсионер, поднимается на борт корабля, который унесет его к берегам Ирландии. Он стоит на палубе, прижимая руку к поясу, где еще недавно висел тяжелый кошелек со 100 фунтами. Все его состояние, которое он оставил своей жене Кэтрин. Он плывет за славой и деньгами, уверенный, что покупает себе право на счастье. А второй путь – это путь долга. В это же самое время по заснеженным дорогам Европы движется пышный кортеж. В нем едет Анна Клевская, скромная немецкая принцесса, которая везет свою кротость и надежду на тихую жизнь королю Генриху VIII. Казалось бы, что общего у дерзкого пенсионера и тихой немецкой принцессы? Между ними пропасть сословий, сотни миль и целая жизнь. Но в великой шахматной партии Тюдоров их фигуры уже связаны невидимой нитью. Ведь было одно имя, которое соединяло эти две дороги в одну роковую магистраль – Кэтрин Говард. Фрэнсис верит, что его отъезд – это начало их общей жизни. Анна верит, что ее приезд – это начало ее величия. Но правда в том, что в тот момент, когда Дерем ступил на палубу, а Анна на борт судна в Кале, для Кэтрин Говард начали тикать часики. После отъезда Дерема Кэтрин Говард превратилась в живой тайник. Внешне ничего не изменилось. Она все так же вставала по звонку, терпела придирки вдовствующей герцогини и донашивала свои старые платья. Но теперь у нее была тайна, которая весила ровно 100 фунтов золотом. Возможно, она по привычке поправляла его вещи, которые он не взял с собой, или перечитывала его редкие письма, если они доходили. В своих мыслях она уже была миссис Дерем, хозяйкой будущего дома. Подружки, которых Дерем подкупал цыплятами, быстро переключились на новые сплетни. Для них это было приключение, которое закончилось. А для Кэтрин
Это была жизнь, которая встала на паузу. И вот однажды, в эту тихую, пахнущую воском и старым деревом жизнь Ламбета врывается грохот копыт. Нет, это не Фрэнсис. Это тяжелая карета с гербами Говардов. Приехал дядя Томас Говард, герцог Норфолк. Он уехал в Ирландию и оставил ей кошелек, а она осталась одна с фамилией Говард. С этого момента, друзья мои, любовь закончилась, и началась история. Увидимся в следующем акте.